Всем привет. А, Извините за опоздание. Я просто пыталась разогнать собак под окном, но не очень получилось, поэтому у нас будет звуковое сопровождение. Вот. Еще раз всем здравствуйте. Вы на канале Sword Effect. Здесь мы смотрим, анализируем, изучаем такое явление в современном мире увлечений, как исторический средневековый бой. Вот. У меня за спиной такая патриотичная заставка. Вот. Ну, собственно, об этом всем мы сегодня и будем говорить. В череде выпусков про ИСБ, так сокращенно называется наш вид спорта, это уже второй такой выпуск, который можно назвать ликбезом. ИСБ для чайников, для самых маленьких и все такое. Вот. В первой части его, в прошлом выпуске, мы разбирали виды номинаций. Видите изображение? Блин. Надо мне, наверное, перезагрузиться. Вот черт. Лучше дальше не будет. Или сейчас. Придется сделать чуть меньше качества. Оставайтесь на связи, сейчас перезагружусь. Еще раз всем привет. Забудьте все, что было до этого. Вот, я надеюсь, все вышло под тем же названием. Мне не надо ничего перебивать. Рестрим работает, и все хорошо. Вот, сейчас должно быть нормально. Отзовитесь, как меня видно, слышно. Тормозов должно быть значительно меньше. Я уменьшила FPS. Приходится признать, что мой процессор i5 не тянет хорошее качество изображения. Вот. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто отзывается, комментирует, репостит, жмет всякие кнопочки, сердечки, там ставит классы и прочее. А особенно тем, кто пишет мне после выпусков, спрашивает то, что недопонял. Либо есть даже уже сейчас такие случаи, человек пытается помочь просто от души на добровольных началах указать на какую-то неточность или что-то максимально корректно. Вот. И зачастую такие моменты, когда человек, просто посмотревший видео, или вот, любой, да, человек, которому не безразлично движение исторического средневекового боя, он обращается, и его слова услышаны. То есть так было с двойками, например, когда мы смотрели с вами стрим про номинацию 2 на 2. В чате единогласно бойцы решили, попросили рассмотреть вопрос о том, чтобы оставить тайминг 1,5 минуты, а не 2 раунда. И в итоге этот пункт был изменен в версии правил, которые мы писали. Вот. Планируется тайминг по 1,5 минуты. Возрадуемся же. Это вот такой вот частный пример. Ну и есть еще более крутые случаи, когда подсказывают где-то опечатка, где-то неточность, где-то что-то такое, что может просто не уследить человек, который занимается этим там на добровольных началах. Вот. И вот так вот всем миром, так сказать, мы с вами пишем правила, мы с вами вычищаем какие-то ошибки и что-то еще. В общем, не стесняйтесь, пожалуйста, писать. Это очень приятно, обратная связь и всякое такое. Да. Звон клиночков я поставила. Надеюсь, Аня, тебе теперь нравится, что теперь все не так тревожно, а очень даже весело. Вот. Что хотела еще сказать. Ну да, делитесь трансляцией, там репостите, нажимайте лайки, потому что только так алгоритмы интернета поймут, что мы тут о чем-то серьезном беседуем, а не просто там, не знаю, розыгрыш проводим чего-нибудь. Вот. Ну, сразу скажу, сегодня будет выпуск, наверное, для стороннего зрителя относительно такой скучный, что ли. Мы потому что будем говорить о структуре вот этого вот всего явления
исторических средневековых боев в федерациях, комитетах, организациях, партнерах, всякие штуки-дрюки, все вот это вот в чем может запутаться даже уже бывалый боец. Вот. Но я попробую все это разжевать, чтобы вы имели представление и были подкованы в этой ситуации. Мне кажется, это важным. То есть, почему я вообще выбираю тему? Потому что мне так хочется. Потому что мне самой это интересно и хочется донести эту мысль. Вот стукнуло мне в голову, что надо всем непременно объяснить, почему так, а не иначе. Я это делаю. Я, конечно, понимаю, что создается впечатление, что у меня заказаны стримы и блокнотики с символикой, и ручки, и все такое. Но нет, это все исключительно приятное побочное явление какие-то. И поэтому темы мы можем поднимать самые любые. Я постараюсь их как-то корректно рассказывать. Вот. Еще раз всем привет. Все присоединяйтесь, делитесь. Извините за некорректное начало. Не справился мой старый процессор с этим всем. Хотела просто почетче качество картинки сделать, чтобы вам было все понятно. Планирую сегодня рисовать. Вот. Сейчас прошу прощения. Пока скажите, как звук, как картинка, не фризит ли, все ли я правильно сделала. Удалю сейчас лишнее. Интересно, у меня всего одна публикация. У меня, конечно же, платиновая карточка вхождения на любые мероприятия. Можно с ноги прям это делать. Вот, на моем уровне вовлеченности в движение. Ну, в общем, поскольку тема стрима довольно, такая серьезная, мы сегодня не так уж много боев посмотрим, больше будем буковки всякие изучать. Вот, поэтому в конце покажу мультик для тех, кто дождется. Это, как знаете, в игрушках электроника в конце для самых стойких покажут мультик. Да, рисовать буду в Paint, естественно, где же еще? Что я вам? Дизайнер, что ли? Так, дальше. Ну что, приступим? Начну с того, немножко скандальчиков в ваш безмятежный, самый изоляционный рай. Начну с того, что организация HMBA, которую я представляю, в которой я сражаюсь, можно сказать, работаю как судья, как участвую как боец, еще всякое разное. Ну, в общем, всецело принадлежу ей. Начнем с того, что эта организация не единственная. Справедливости ради, это нужно сказать, что идея упорядочивания средневековых боев, поскольку тема клевая, зрелищная, она, естественно, как сладкий пирожок начала привлекать людей, и в 2013 году случился такой раскол, даже не в самой организации, а в американской команде пошел он, этот раскол, из Америки. То есть, нехорошо, конечно, сказать, но по-другому не скажешь. Есть люди, которые захотели организацию с своим блэкджеком и этими девицами. Вот. Был выбран какой-то удачно подвернувшийся повод, я сейчас не буду его разжевывать, в общем, ни о чем. Как и бывает, когда только этого и ждут. Вот. И возникла организация IMCF. Вот. У нас ее называют альтернативным чемпионатом. В принципе, так и есть. Зачастую бойцы некоторые могут себе позволить поучаствовать только там, хотя бы потому, что в мероприятиях HMBA им слишком тяжело выступать. Вот. Разные причины есть. Есть бойцы, которые выступают и там, и там. Есть негласное, например, мнение, что русских бойцов там не жалуют, не приглашают и не хотели бы, чтобы они появлялись, им и так хорошо без нас. Вот, в принципе, это так. Откровенно, объективно говоря, сражения и уровень состязаний в той федерации
он ниже, чем в HMBA, хотя бы потому, что существует она, ну, она моложе по возрасту, эта федерация, у нее меньше турниров, меньше вовлечено стран. А, Ну, вообще, на мой взгляд, это какое-то спонтанное явление, которое появилось на какой-то волне, а потом, ну, довольно неактивно поддерживается. Но оно есть. Как там все устроено, я не знаю. И поэтому, естественно, рассказать вам об этом не могу. А как устроено все в HMBA, я вполне себе на уровне уверенного пользователя вам могу рассказать. Поэтому сегодня речь пойдет именно о ней. Вот. Ну и AMCF это такой яркий пример начинания, которое возникло от противного, когда есть уже занятая ниша. О, Господи! Денчик, спасибо! Уху! Да, я надеюсь, что однажды будет новый процессор. Да, простите, я не успела, пока сражалась с собаками, не отработала этот момент. Здравствуйте всем еще раз. Да. Так вот, я говорю о том, что очень многие явления, не только относительно организации, чего-то там возникают от противного, когда есть уже, существует что-то мощное, клевое, занимающее нишу практически всецело, и, ну, есть люди, которым не терпится это как-то не то что использовать, ну, попробовать что-то свое, при этом уже опираясь на создавшееся комьюнити, существующее, короче говоря. В общем, сложно сказала, но вы поняли, у нас любят оппозиционеров, вот, мораль. Но хватит об этом, вернемся к HMBA. Сейчас я вам буду показывать крутой промо-ролик покажу. Еще раз для тех, кто не понял, куда попал, что это за канал и что происходит. Так. Это исторический. Это средневековый. Это вот. Кадры взяты с первых, как я понимаю, с турнира Битвы наций в Эгморте во Франции. Ну, это третья или четвертая битва наций. В общем, ролику больше, чем 6 лет. Но все равно выглядит офигенно. Ну, в принципе, если кто-то не знал, о чем пойдет речь, то вот теперь представление, я думаю, что он имеет. Здесь рыцари, они дерутся по-разному, по-всякому, в массовых боях, в одиночных боях. Все это реально сталь налетает на сталь. Люди падают от ударов ваншотом, люди бегают в доспехах. Ну, короче говоря, я не понимаю, почему еще весь мир там не участвует в этом. Каждый второй, как сказать, мужчина и каждая там третья женщина не облачается в доспехи и немедленно не идет соревноваться и тренироваться. Да, я получила разрешение. Сережа, спасибо. Артём, да, пригодится твое, как сказать, видение. Обязательно меня поправляйте, если что-то я говорю не так. Спасибо вам большое. Я потому что относительно новичок в этом виде, то есть
я пришла в ИСБ после того, как вышел, например, вот этот вот ролик, это чтобы вы понимали. Привет, привет. Привет, заходите, располагайтесь. Сегодня у нас умная лекция про то, как у нас все устроено. Да, естественно, я подала, так сказать, челобитную, и у меня заключен договор, лицензия аж с самим президентом HMBA, подписал вот так вот просто. Вот. Ну, я думаю, что, во-первых, меня знают там, и поэтому особо никаких сложностей не возникло. А во-вторых, сам вот этот шаг навстречу правообладателям, он уже повышает ваши шансы получить какую-то лицензию на использование. Вот, поэтому я здесь. Ну чего, давайте откроем классную картинку. Вот она. А вы как бы начинаете понимать, что я не только драться умею, чего-то говорить, но и пользоваться пейнтом. Вот такая вот есть картинка, она взята с официального сайта на английском языке, но я думаю, что никому это сейчас не помешает. Ее мы подробно разберем. Значит, все это структура HMBA, Historical Medieval Battle International Association. То есть это бренд, сейчас как правильно сказать-то, имеющий... Короче, он в себе объединяет множество всяких явлений. Зонтичный бренд или как-то так. Я не очень сильно в менеджменте, но, в принципе, образ похожий. Наверху в HMBI у нас президиум, то есть это ограниченный круг лиц, которые, в общем, принимают ключевые решения, куда двигаться и что делать. Во главе с президентом. Президент у нас сейчас француз. Я вот не знаю, стоит мне называть имена, потому что, в принципе, все эти должности, они, ну, выборные, сменяемые, вот, и мало ли что там случится через некоторое время, но, в общем, я подумаю об этом попозже. Подробно мы на этом не будем останавливаться. И так понятно, что у нас есть какая-то кардиналы там и все такое, люди, которые в кабинетах решают судьбы HMBA, и прям каждого отдельно взятого парня из двора с любой каркалыгой следят за каждым. Там маячок, красно-желтые Бентли под окнами у всех стоят. Ну, вы сами знаете, каждый день мы это видим в окно. Вот. Дальше есть офис. Это ну, группа людей, которые, собственно, принимают звонки на горячую линию. Они уже непосредственно работают с остальными комитетами, брендами и прочими. Привет, привет всем, кто пришел. Подтягивайтесь, прожимайте всякие там эти поделиться, комментировать. Любое действие ваше повысит шансы этого видео попасть в какие-то топы. Так, сейчас, все ли я правильно сделала? Ну, давайте для начала. Ну, HMBI Office это понятно. Здесь у нас ну, отвечает за связи с общественностью, так скажем, это явление. Дальше вот подробно остановимся на комитетах. Комитеты – это такая штука, которая, каждая из веток которой отвечает за свое что-то. Вот. И практически любой комитет из представленных вот здесь, он имеет как национальное представительство, так и международное. Это относится к любому из них. Вот тот же Маршальский комитет. Что такое Маршальский комитет? Это комитет, который отвечает за осуществление судейства на турнирах. Это, ну, все вы видели в моих же роликах людей в желтом, в полосатом иногда, за это нас называют пчелками. Вот. Тех, кто следит за соблюдением правил, за безопасностью, подсчитывает очки, если это турнирные номинации, фиксирует какие-то нарушения и все такое. Все это делают маршалы. На самом деле
список полномочий, он значительно выше, ну, я перечислила основное, что есть. Так вот, Маршальский комитет, у него есть, сейчас скажу. Я хотела по-умному сделать, надеюсь, что получится. Ну, вдруг. И из-за этого хотела повысить детализацию. Так вот, в Маршальском комитете есть Marshal Supervisor. Он как бы ответственен за все, за все косяки маршалов. Он разбирает самые спорные моменты. Он, ну, в общем, через него идет сообщение с главами HMBI. Дальше есть гоф-маршалы международного уровня. Есть такое понятие, как гоф-маршал на ресталище, а есть вот как звание. Это судьи высшего эшелона, они... У нас таких сейчас 6. Вот. Это самые, так сказать, опытные, самые старейшие у нас люди в желтом. Вот. В принципе, все они на своих местах, и ни одно крупное событие не обходится без их участия. Там, где есть full house гоф-маршал, значит, это мероприятие реально крутое. Дальше есть маршал международного уровня. Или даже категории. Ну, те, кто сдал на на такую корочку, и, в принципе, эти люди спокойно могут судить соревнования в любой стране, вот, изъясняясь на международном английском языке. Ну, соответственно, они тоже обладают определенным опытом и просто так ими не становятся. Дальше есть маршал с национальным сертификатом. Вот здесь вот момент. Не во всех странах развита комьюнити и бойцовская, и маршальская настолько, чтобы в стране отдельно, ну, выбирались сначала на национальном уровне маршала, а потом уже шли в международные. Такое есть в России, в Аргентине, кажется, уже есть. В некоторых еще странах, где люди на местах активно работают над расширением маршальского комьюнити. Вот. И в некоторых странах люди, которые хотят стать судьями, они напрямую получают уже международный сертификат, потому что других путей у них нет. Они не проходят вот эту стадию просто, и все. Вот. Ну, соответственно, чем больше стадий проходит судья во время своего там обучения, своего опыта, тем он более квалифицированный. Я думаю, что тут спорить не о чем. Ну и стажеры. Они же трейни, судьи. Это люди, которые только проходят стажировку для получения сертификата национального или международного. Вот. Я не буду подробно рассказывать, как становиться маршалом, просто вот это такие подвиды пчелок, чтобы вы понимали. Ну, вы по ходу дела задавайте вопросы, потому что мне-то все понятно, и не всегда я могу подобрать правильно, о чем сказать. Какие-то, может быть, очевидные вопросы не рассмотрю, просто потому что не знаю, что для моей аудитории, может быть, может оказаться непонятно. Вот, поэтому вы, пожалуйста, пишите там. Можете любую ерунду писать, я просто хотя бы буду понимать, что вы на связи. Вот, это по маршалам. Если вопросов нет, идем дальше. А дальше у нас турнирный комитет. Турнирный комитет – это такое образование, которое от сезона
к сезону оно меняется в размерах, так скажем. То есть люди нет такого, нет сертификата, там, который ты получаешь, и вот ты представитель турнирного комитета. Это, в принципе, группа лиц, которые осуществляют ведение протоколов, всю вот эту вот соревновательную документалистику, всю берегут у сердечка и в нужный момент достают и фиксируют какие-то достижения. Они же отвечают за ведение турнирных сеток непосредственно во время соревнований. То есть чем крупнее соревнования, которые ну, планируются, там, которые готовятся, организуются, тем этот комитет, количество его представителей больше. То есть иногда в него добирают просто по факту. Вот сезон наступил, там и нужно. Вот. Это, как я поняла, из общения с Иваном Корягиным, руководителем этого комитета. Вот. В межсезонье, в принципе, его существование, оно, ну, такое фоновое. Вот. Ну и с появлением таких штук, как рейтинги Бугурт-лиги, например, часть полномочий с турнирного комитета была снята, и у его представителей больше времени образовалось для того, чтобы работать над чем-то другим более тщательно. В турнирный комитет люди набираются, не могу сказать откуда, но в принципе это опытные, как правило, это люди опытные в спортивных мероприятиях. Вот. И, ну, интересный вопрос, не могу на него ответить. Так. Дальше. Комитет аутентичности. Ох уж этот комитет аутентичности. Этот комитет отвечает за то, чтобы бойцы, участники соревнований по историческому средневековому бою соответствовали историческим требованиям. То есть были, чтобы их снаряжение было аутентичным, поэтому и название такое — комитет аутентичности. Считается, что это вообще корень зла. Да, вот вы подтверждаете мои слова, потому что, ну, его пройти тяжелее всего бойцу, если там технические допуски какие-то, скругление клинка, там все это довольно легко соблюсти, а вот аутентичная комиссия, это, знаете, такое что-то... Сейчас только начали выпускаться руководства по аутентике доспехов, шлемов, в первую очередь шлемов. Вот. И то много субъективных всяких штук, каких-то стилизаций, чего-то еще, каких-то новаторских разработок. А вот тут вот нашли источник. А вот здесь мы на этой гравюре разглядели, что у этого шлема вот здесь была вмятина, и так задумано на самом деле. Вот. Короче говоря, это как вот есть наука и история, и ее не измерить цифрами. Вот только что у Клим Саныча был выпуск про это дело. Есть наука математика, которая достаточно конкретна, и, ну, вот такое вот сравнение. Вот аутентичный комитет — это все равно, что наука и история, которая даже в процессе своем может меняться. Могут меняться допуски аутентичные в пользу безопасности, могут какие-то... Я не знаю даже, что там еще может быть, но, в общем, он такой, он подвижный, и здесь его представители, они... На них огромная ответственность лежит, на самом деле. Есть глава аутентичного комитета. Сейчас это представительница Сербии Милица Гливица, если это ее настоящая фамилия. И офицеры. Офицеры аутентичного комитета. То есть это люди, которые лучше всех в нашем комьюнити разбираются в историчности доспехов, и они выступают как такие судьи. Вот. Есть еще также консультанты. Консультанты для этого комитета, то есть иногда даже сильнейшим мира сего нужна какая-то ну, помощь, это как второй режиссер в кино.
вот, по каким-то конкретике, по Востоку, например, так как Евгений Сухотин, например, выступал консультантом аутентичного комитета по восточным шлемам. Ну, в общем, это самая такая структура, которую сложно словами описать. Да, Милица Гливица — это ее никнейм в Фейсбуке, а Милица Ковачевич ее зовут по паспорту. Спасибо. Так, ну, в принципе, если тут все понятно, можем идти дальше, но вдруг вам непонятно что-то. Мне до сих пор. Надеюсь, что пока что мой доспех проходит, и если что, то мне обязательно скажут, что что-то поменялось. Ну, в общем, что аутентичный комитет, что маршальский комитет, они вот между собой находятся в постоянном таком рабочей такой спарке, так скажем. Вот. И аутентичный комитет, его представитель присутствует обязательно на всех допусках, которые проводят маршалы, техкомиссиях и прочем-прочем. И если возникает какой-то спорный момент, то бойца там ведут к представителю аутентичного комитета. Аутентичный комитет аутентический комитет, как и вообще средневековый спорт, это примерно вот 14 век, вторая его половина. Соответственно, все про эту эпоху. Вот. Но аутентичный комитет, в него входят люди, которые, как правило, знают, чем отличаются доспехи 14 века от 16 и 15. Поэтому, в принципе, если углубиться в тему общения с офицерами, то можно, наверное, многое узнать и про любые периоды. Так, ну здесь как? Нормально, все понятно? Листаем дальше. К самому вкусненькому подбираемся. Контрольно-дисциплинарная комиссия. Здесь в англоязычной версии она тоже комитет, но нас много раз поправляли, что название в русскоязычной версии изменилось. В принципе, да, если вам не жалко, можете драться в максимилианском доспехе. Я не против. Женя Агеев говорил, что это особое чувство мять кабину, которая стоит дороже, чем, не знаю, хорошая иномарка. Так вот, контрольно-дисциплинарная комиссия тоже явление схожее по своей, так сказать, сезонности с турнирным комитетом, то есть ее работа, она становится необходимой в случае, ну, инфоповода какого-то, да. Вот. А так в целом она существует фоново. Ее задача это присматривать за бойцами, за получениями ими красных карточек, например, желтых карточек, фиксировать все эти нарушения и отслеживать особо, так сказать, злостных нарушителей и в случаях каких-то беспрецедентных выносить решения по тому или иному вопросу. Ну, как это было, например, когда один боец получил за один турнир 2 красных карточки за один и тот же удар. То есть вот. Ну вот эта комиссия рассматривает такие случаи как раз и в ее ведении. Спасибо! Спасибо, Айвер. В ее ведении, да, наложение каких-то долгосрочных санкций и их же снятие
вот, рассмотрение особых случаев, фиксации карточек. Ну, например, карточки за, ну, желтые карточки за неаутентичный внешний вид, они не имеют такого веса, как карточка за нарушение, там, регулярный, да. Это уже будет предметом особого внимания для этого комитета. Вот. Как и все другие комитеты, он есть на национальном уровне работает и на международном. Некоторые люди входят и туда, и туда. Вот. Карточки накапливаются. Ну да, они могут накапливаться. То есть они фиксируются за сезон у бойца, и если представляют какой-то, ну, картина карточек вот, накопленных, иллюстрирует собой какую-то нехорошую тенденцию, то, естественно, уже будут определенные меры предприняты. Мы потому что рыцари, и нам надо себя вести хорошо, по-рыцарски. Я вот думаю, что никто не будет спорить с этим. Вот. Ну, там вопросы, что-нибудь, пальчики вверх. За донат большое спасибо. Это, конечно, прям круто. Не хотите со мной говорить. Дальше комитет. Ну, по его названию можно понять, что он тоже отвечает за коммуникации. Вот за какие коммуникации он отвечает, не могу сказать, и это свежая версия структуры. Но что-то вроде связи с общественностью, опять же, да, и пиара, как я понимаю. Кто решает? Да, спасибо официальному представителю Битвы наций. Видимо, он же представитель вот, комитета по коммуникациям. Да, пиар-отдел, вот он, ну, поправьте меня, вероятно, относится именно к этому комитету. Здесь все, что как раз связано с взаимодействием, с обратными какими-то, с фидбэком от публики и так далее. Если я ничего не буду, не успела спросить у Ирины, простите. Прочту важный комментарий. С контрольно-дисциплинарным комитетом и комиссией отдельный разговор. Давайте я тогда пропишу, что есть комиссия, а есть комитет. Комитет. Вот. Комитет это, ну, структура, то есть постоянно существующая. Комиссия это как раз вот летучка, когда собираются и думают, боже, что нам делать с драгоном там, или еще что-то. Надо как-то решать вопрос, нельзя оставлять это вот так. Ну, конечно, я утрирую, но думаю, что понятно, в каких случаях собирается комиссия. Мгм. Коммуникационный комитет отвечает за взаимодействие национальных федераций и их представителей в том числе. Это очень большой пласт работы по информационному обмену внутри. То есть можно сказать, что э, вот эта подструктура HMBIA, она ведет уже связь напрямую с представителями национальных федераций, как-то транслирует им решение и получает обратную связь. Вот, картинка. Еще раз напоминаю, что вот Маршальский комитет, аутентичный комитет, контрольно-дисциплинарный комитет — это такие явления, которые есть и в рамках национальных структур, и в рамках международных, то есть структур. Как пример, это ИСБ России, Маршальский комитет ИСБ России и Международный Маршальский комитет. Вот.
То есть на мировом уровне, если вы хотите там донести какую-то мысль, грубо говоря, вам про аутентичность, там вот срочно вы что-то откопали, нашли новый совершенно уникальный тип шлема, вы пишете главе или офицерам международным. На национальном уровне, чтобы не тревожить лишний раз там главу, можете написать главе аутентичного комитета национального. Вот. Надеюсь, понятно. Отдельно мне сделали замечание по прошлому стриму, когда я пыталась вам рассказать, где же найти правила наших боев. Это кто-то, видимо, не знаю, одичал от сидения дома, вышел на улицу и безобразничает. Вот. Что касается сайтов, их обновлений, правил и прочее, прочее, сейчас большая стирка, так сказать, всего этого, большая перестройка, все в процессе таком переделывания, вычищения, доведения до ума, пересмотра формулировок, всяких усовершенствования, в общем. И как только будет все готово, можно будет зайти и увидеть блестящие, прекрасные, изумительные, выверенные до точечки правила и регламенты. Вот. Я обязательно вам скажу, когда это произойдет. Где можно найти, кто является главой аутентичного комитета? Ну, Маша, ты-то должна знать, что у нас это Сергей Баганенко, он же глава Маршальского комитета национального по РФ. Именно ему мы пишем, вызывая у него приступы страдания, когда присылаем всякие дикие щиты и спрашиваем, допущены ли будут они или нет. Так. Ну, вроде понятно. Да, Марина, мы все поняли, давай дальше. Дальше. Смотрим. Переходим к брендам. Вот на этой инфографике, в принципе, не все отображено, о чем можно бы сказать, но я буду вот идти от крупных вот этих образований. Да, Сережа Баганенко святой. Если вам не лень, можете ему об этом написать и лишний раз его похлопать по плечу там где-то и так далее. Бренды HMBA – это организации, бренды, как по-другому сказать. Хорошее такое заимствованное слово, почему бы им не пользоваться. То, что является непосредственно продуктами под структурой CIA. От нее, так сказать, ее детища, которые начали свою жизнь. Но что интересно, такой проект, как «Битва наций», все слышали про «Битву наций», еще раз повторю, «Битва наций» — это международный чемпионат, по своему статусу приравненный к чемпионату мира, потому что мероприятие, событие крупнее его, больше него нету в мире исторических средневековых боев. Так вот, этот бренд, это явление возникло раньше, чем HMBA. Сама организация HMBA явилась следствием того, что такой клевый чемпионат надо было как-то упорядочить. Его правила, его структуру, Маршальский комитет. Ну, то есть настолько хороший был отклик у аудитории после того, как собрались сильнейшие команды и решили подраться на международном уровне, что стало понятно, что надо это как-то курировать и упорядочивать. Вот. Именно благодаря «Битве наций» возникло HMBA как явление. Все саммиты, все правила и регламенты находятся в режиме пересмотра и будут на сайте. Представлены текущие версии. Однако к саммиту осенью пакет
А, будет новый... Короче говоря, в принципе, можно ознакомиться с всем, что есть на сайтах или что появится на сайтах, но окончательные изменения актуальные имеет смысл смотреть осенью. Вот. Официальная информация. Ну, в общем, про битву наций мы много говорим. Я еще на прошлом стриме посвятила практически 3/4 моих слов начиналось со слов «на битве наций», то-то, то-то. Ну, в принципе, об этом явлении знают, наверное, уже все. Вот. Такая важная структура битвы наций – это национальная команда, национальная сборная. Вот. На данный момент таких сборных, участвующих в этом чемпионате, более 40. То есть 40 стран выбрали этот чемпионат своим любимым, тратят кучу сил и средств на то, чтобы поучаствовать в нем, где бы он ни проводился. В общем, это такой показатель того, насколько востребовано явление битвы наций. Есть люди, которые бьют себе татуировки с символикой битвы наций, с всеми этими штуками. В общем, давайте мы про него посмотрим. А то я болтаю. Надо иногда разбавлять. Ну, это тизер к сербскому чемпионату. Основные кадры взяты с чемпионата 2018 года. Хотя тут это все, ну, в общем, такой более 800 бойцов, 33 страны. Это еще на тот момент. По данным 2018 года. Топор полетел. Ну, как вы поняли, посвящен он... ролик делался до сербского чемпионата, и уже после его проведения кладовые HMBA наполнились крутыми кадрами с Сербии, и это отдельное искусство, надо все это смотреть непосредственно на каналах Битвы наций. Вот. Такие дела. Даже не сборная, а сборные, как одна из важнейших структурных единиц. Структура сборной, если брать отдельно взятую сборную, это капитан. Есть иногда вице-капитан, например, сборная России может себе позволить разделить обязанности. То есть есть боевой капитан, который непосредственно за тактику отвечает. Есть капитан сборной, который непосредственно за администрирование отвечает, чтобы все доехали до чемпионата, чтобы никто не потерялся по пути, чтобы у всех были визы сделаны. Всем, в общем, это... всех собрать, одеть и отправить, так сказать, добывать медали. Вот. Ну и рядовые бойцы. Не знаю, надо писать или нет, думаю, так понятно. Вот. Капитан, ну, допишу, вице. Также, например, в сборной России есть вице-капитан по дуэльным номинациям. Там есть отвечающий за женскую часть сборной. Ну, все это виды вице-капитанов, так скажем. Просто для облегчения коммуникации. Когда сборная, она большая, то это необходимо, естественно. Вот. Когда сборная не особо может похвастаться там кучей бойцов одоспешенных, там, может быть, это и не нужно. Дальше.
к брендам, дочерним брендам HMBI относится HMB Soft. Это совершенно отдельное направление, направленное на популяризацию исторического средневекового боя среди детей. Но, естественно, мы не можем взять ребенка, одеть на него доспехи и отправить драться там во всей этой тяжести, просто в силу физиологических возможностей детского организма. Ну, несмотря на то, что наверняка все мальчишки мечтают взять в руки меч и пойти там драться, вот прямо сейчас готовы это делать, это, конечно же, не полезно. Вот, доспехи тяжелые, детский организм еще не созрел. В общем, короче говоря, это направление для детей до 18 лет, до достижения совершеннолетия. Как только бойцу, который вот уже выступает в HMB Soft, исполнилось 18 лет, он может перейти уже сражаться на железе. Вот. HMB Soft — это международное название. Вот. Но кроме софта есть еще у него среди... Его можно отнести к партнерам. Они, кстати, были в прошлой версии этой таблички. Но я тогда посерединке нарисую. Федерация спортивного мяча. Так, не туда нарисовал. Блин. Вот. В HMB Soft, если, например, брать чемпионат мира среди юношей и девушек, он проводится в возрасте от 11 до 18 лет. А Федерация спортивного мяча — это чисто российское явление. Там есть учебно-игровые номинации для детей от 3-4 лет. Вот это еще такая дополнительная надстройка. Ну, потому что возраст очень нежный, и всех под одну гребенку, конечно, тяжело. И правила для них нужно прописывать разные, и снаряжение им нужно разное. Вот. Такое есть явление. В принципе, Федерация спортивного мяча пробует выйти на международную какую-то арену, но пока не очень активно, и так много дел, потому что у нас на родине. Вот. Что еще здесь сказать про... про HMB Soft надо смотреть. Также у этого направления есть свой куратор. Вот, Алла Скеров на переднем плане. Это такой клевый промо-ролик, на котором достаточно понятно изображено, что происходит вообще в софте. Это мягкое снаряжение, безопасное. Что-то у меня звук пропадает. Ну вот. Фризит немножко, да. Белые шлемы чемпионские, они, как правило, наградные за первые места на чемпионате мира. Поэтому если у какого-то бойца есть белый шлем, это значит, что он его прям заслужил в бою. Тоже, как видите, есть маршалы. Как правило, кстати, сейчас поясню. Где-нибудь остановлю. Очень тяжело фризит. Ну, это промо перед чемпионатом мира вторым. Люди в желтом. Там Сергей Евгеньевич. Это тоже судьи, тоже цветовая гамма для судейства выбрана как знак преемственности, взаимной преемственности HMB Soft и HMBA, ой, и HMB железного, так сказать. Вот. Чаще всего судят те же люди, которые судят стальные бои. Более того, для успешного прохождения стажировки желательно иметь опыт судейства софта, потому что человек, который может
классно отсудить, отсчитать очки на мягком мяче, тот, безусловно, крут, потому что скорости боя в софте, они значительно выше, чем на остальных боях. Тем более дети, у них там кровь кипит, юноши и девушки, вот особенно вот этих возрастов от 12 лет, сражаются очень круто, достойно. Ну и что интересно, во время судейства учитывается даже постановка удара. То есть они не просто там как-то от балды машут, а предполагается, что в будущем эти дети возьмут в руки меч и будут бить нас так же четко. И эта техника поощряется прямо с самых ранних возрастов. Вот. То есть засчитываются удары, нанесенные с должной траекторией, которая соответствует стальному мечу. Несмотря на то, что снаряды у них... Сейчас. Это какой-нибудь... Ну, это тембара. Мягкий меч. Круглый, без лезвия, естественно. Но те, кто тренируется, они знают, что удар надо наносить четко. Как если бы у тебя в руках был железный меч. Вот. Сейчас. Нет. О. Что еще про софт сказать? Одно из недавних нововведений в софте — это массовые бои среди юношей и девушек, смешанные команды 5 на 5, очень крутая номинация, мне очень понравилось, но в судействе сложновато реализовано просто потому, что бои похитовые. Не как в железном спорте до выведения соперника из боя, а до попадания определенного количества раз по бойцу. Вот. Считается довольно сложно, еще, я думаю, будут совершенствовать систему судейства, но невероятно зрелищно. В общем, все вот в этом вот отделении, так скажем, ответвлении HMBI, все здесь направлено на то, чтобы подготовить хорошего бойца на железе. С измольства, так сказать. И нужные книжки в детстве читать. Дальше. Не туда нарисовала. Я просто пыталась все сделать красиво. Ну, надеюсь, я тут не зря корячусь, а вам немножко понятнее становится. И вот когда я так обвожу, это значит, что мы сейчас об этом говорим. Бугурт-лига. Явление, которое вот необходимость которого прям назревала много лет. Вот сейчас она уже 3-й год, если я ничего не путаю, работает достаточно успешно, прям вот с первых же месяцев своего существования. Ну, в общем, только ее и ждали. Команды не видно, да? Я поняла. Блин. Хе-хей! Вот. Вернемся к Бугурт-лиге. Кстати, там это опечатка. Но ничего. Я думаю, это простительно. Бугурт-лига — это не просто рейтинг. Извините, я исправилась. Не просто рейтинг командный учета достижений команд, бойцов, но и целый пласт организационный, который дает, так сказать, ой, как сказать-то, господи, помогает мероприятию определить его статус, например, то есть стимулирует организаторов на местах всякий раз повышать уровень. Я на Твиче есть. На Твиче целый один человек меня смотрит. Кто бы ты ни был, привет. Очень тебе рада. В общем, Бугурт-лига — это огромное явление, которое в себе
объединило все, чего так долго ждали бойцы командных номинаций. Вот. В ведении Бугурт-лиги различные мероприятия, которые ну, подают заявку там выступать под эгидой этого бренда и, соответственно, получают от этого определенные плюшки, типа информационного освещения, там, помощи в подготовке какой-то, свод правил и так далее, и так далее. В общем, извините за лаги, я не знаю, чем это вызвано. Уже отслеживать корректную работу в каждом ресурсе уже мне не хватает, к сожалению. Мне нужна команда менеджеров, а еще люди, которые стояли бы с табличками, с текстом, и я бы просто читала его. Вот. В Бугурт-лиге есть несколько... Ну, одно из важнейших достижений Бугурт-лиги, помимо рейтинга команд и вообще списка команд, наконец-то мы знаем, кто за кого выступает. Можно прямо по фамилии бойца найти, за кого он сражается, где участвовал и так далее. Помимо этого есть классная система турниров и с определенными статусами. То есть это Challenger, Open, Masters, Next и Prime. Вот первые три Challenger, Open, Masters, они, в принципе, на них может поехать любая команда, и их статус, статус мероприятия зависит от качества проведения, от количества команд участвующих, и много-много там всяких нюансов. Это можно посмотреть на сайте, на канале Бугурт Лиги, там запилили туториал. Уху! Спасибо. Как это все работает у них. Прям подробно я, к сожалению, просто не смогу физически расписать. Вот. А последние два Next и Prime, туда еще надо отобраться. Вот. Next попроще немножко по уровню, а Prime уже для топовых 10 команд. Это мега мероприятие, по ажиотажу сравнимое с Битвой наций. Вот. И проводится оно второй год уже в Монако, то есть прям лакшери. Вот все команды хотят попасть туда, потому что это очень круто. Мастерс, да, ну, можно сказать, это ветеранское. Мастерс — это когда много команд, отличное информационное освещение, наличие трансляции, еще много-много всяких деталей, всяких условий для команд. То есть это прям почетно, если ты организатор и твой турнир получил статус Мастерса. Значит, все команды захотят к тебе ехать, и тебе еще придется отсеивать заявочки, потому что все не влезут в турнирную сетку. Вот. Челленджер самый, так сказать, в этой градации простой вид турнира. Он, ну, как правило, проводится местечковый такой. Open чуть-чуть покруче, так на национальном уровне, можно сказать. Вот. Masters это уже прям международный, но еще не Next и не Prime. Вот. Как-то так. Здесь я хотела расписать все эти слова сложные, но не буду. Надеюсь, тут все понятно. Вот это 3 бренда непосредственно детища HMBI. Мне поясняют уполномоченные люди, что все турниры, в принципе, могут быть международными, но я говорю о том, что, во-первых, услышала на самом канале Бугурт Лиги, то, что Иван Корягин рассказывал в туториале. Ну, как правило, челленджеры, они местечковые, вот, а мастерсы, как правило, международные. Выиграть мастер значит вырваться в топ рейтинга, да. Ну и, соответственно, очки разные начисляются за участие в этих статусных турнирах. Вот.
Есть такое, да, понятие конференции, вот его я, пожалуй, запишу. Запишу его я. ЦИ. Конференция — это по территориальному признаку разделение всего мира на зоны, так скажем. То есть Западная Европа, Восточная Европа, Азия, Тихоокеанский регион, Америка, по-моему, делится, да, северно-южный. В общем, это по территориальному признаку делятся группы команд, так скажем. Вот. И можно быть, можно не быть чемпионом Бугурт-лиги по очкам, но, например, быть чемпионом своей конференции, лучшим в Западной Европе там, или еще как-то так. На самом деле, это настолько обширная тема, что я сейчас боюсь в нее погрузиться и завязнуть надолго, поэтому, если у вас вопросы есть по этому моменту, то задавайте, но давайте уже к следующему переходить. Сейчас что-нибудь напутаю, и Бентли будет стоять уже возле моего окна. Так, дальше. Это были бренды непосредственно HMBA, а теперь партнеры HMBA. Это всемирно известная лига WMFC, лига профбоев. Ей уже больше 8 лет, может даже 9, ближе к 10, короче, годам. История этой лиги практически столько же, сколько Битва наций насчитывает. Вот. Такое достаточно самостоятельное явление. Профбои — то, что всегда было особняком от дуэльных номинаций и от массовых номинаций. И вот эта лига World Medieval Fighting Championship, она занимается исключительно промоушеном этих боев, потому что это направление достаточно популярное, бойцов там на момент, когда еще я занималась рейтингами, было свыше 800 просто имен в рейтинге. И это количество только увеличивалось. Так что, ну, сравнить можно с каким-нибудь топовым промоушеном ММА. Вот, это он только в мире ИСБ. Тут нельзя не упомянуть такие явления, которые были, и они сотрудничали с WMFC, и все это как-то вместе сначала двигалось, а потом просто это M1 Medieval. И сейчас скажу. МСФП. Не знаю, как расшифровывается. Богатырь. Вот сейчас я его куда-нибудь приткну, чтобы было понятно. Вот так вот. Оба этих явления, не знаю, лигами их можно ли назвать или не можно, но были в свое время вот эти явления. М1 Medieval существовал или существует до сих пор просто неактивно, благодаря тому, что у нас есть такой человек, как Артемий Гешвальд, который человечек, который может подлететь и обкашать вопросик и договориться со всеми. Надо отдать ему должное, именно благодаря ему на уровне такого известного промоушена, как M1 Global, появилось вот такое ответвление Medieval. То есть, как правило, в конкретном чемпионате М1 ставился бой рыцарский среди карда ММА. Вот. Вы знаете, я тоже помню, что М1 Medieval вроде бы выстреливала как-то единично, но я так посчитала, сколько там боев было. По моим подсчетам, больше 14 боев. Это прям круто на таком уровне выступления. То есть, в принципе, поклонники ММА, которые следят за М1 Medieval и уже сколько там у них этих турниров было проведено, все их отслеживают.
благодаря именно этому явлению эти люди, этот неохваченный огромный контингент узнал о рыцарских боях. Это вот огромная заслуга Артемия Гершфельда. У меня тут даже где-то была картиночка. Сейчас. Ну вот. Одна из таких афиш, что ли. Мы смотрели этот бой на одном из стримов. И, видимо, вот как начиналось это, судя по всему, с турнира «Битва на Неве». Картинка здесь: Вадим Финкенштейн, учредитель М1 Global, Артемий Гершфельд и Артем Васильев. Да, этот бой был у Уколов Айви, это был первый на 50-м турнире, то есть я не знаю, как называется в М1 Global, когда вот турнир, там что-то челлендж 50. Ну, в общем, на 50-м впервые выступили рыцари, а последний раз, когда они выступали, это был 81-й. То есть, ну, достаточно равномерно по этому было распределено. Ну, хорошее, короче говоря, было начинание. Не знаю, чем кончилось дело. Видимо, все-таки обратная связь была недостаточно сильна, чтобы продолжать сотрудничество. Но я могу ошибаться, не знаю, какие сейчас намерения. Короче говоря, эксперимент был неплохой. Вот. Естественно, находились люди, которые считали, что среди бойцов ММА такой бой рыцарей в карты впихнуть это как-то дико, что это какие-то клоуны в доспехах и вообще ни о чем. Но люди узнавали об этом. Кто-то находил в этом что-то оригинальное, новое. Была масса отзывов от любителей ММА о том, что им понравилось это зрелище, и вот, пожалуй, стоило того. Вот. Это что касается М1 Medieval. Ну, последний бой был в 2017 году. Первый в 2014, в 2017. У меня даже выписаны где-то пары. Там Махлоев, Ниченко, Айви, Уколов, Беденко, Коврижин должен был быть бой, но я его так и не видела. Кукурхоев, Андреев, Беденко, Васильев, Плаксин, Уколов, Джалилов, Кукурхоев, Нечипаренко, Слободяник. Последний бой, кстати, был. Гладков, Плаксин, Кравченко, Виталий, Рустам Кукурхоев. Именно оттуда, кстати, вот этот вот ролик, типа самый суровый нокаут в М1 Medieval, где Рустам забивает щитом Виталия Кравченко. Ну, в общем, там недосмотр судейский имел место быть, но не нам судить, в общем. И мы тут заговорили о Виталии Кравченко, он же Прат, известный как в кругах ранее средневековых реконструкторов, так и в наших кругах. Он был как раз учредителем вот этой лиги МСФП «Богатырь». Да, значит, просто поудаляли с сайтов эти бои. Коврижин, Беденко, Гладков, Плаксин не смогла найти в интернете. Вот. Так, и да, Виталий Кравченко был учредителем лиги «Богатырь». Очень неплохая в свое время лига. Если М1 Medieval сражались фактически по правилам WMFC, существующей на тот момент, то у лиги «Богатырь» была своя совершенно особая тусовка. Не тусовка, простите. Свои правила. Там было, если я ничего не путаю, 5 раундов по 2, кажется, минуты. То есть не 3, как WMFC, а 5. Тоже были стадии, тоже было все, ну, неплохо. Вот. Очень много боев проведено. Короче говоря, хорошее начинание, классное. Немножко правила тоже отличались от WMFC. Кроме тайминга, там еще был ограничен клинч, больше ставка на ударную технику. Ну, можно сравнить с K1. Вот. Тоже не
существует на данный момент никаких движений в этом направлении. Учреждена она была где-то в 2013 году, и в 2016 году последняя активность в группе этой лиги. Видимо, у Виталия просто не хватило сил этим заниматься, наверное, так. Подвину. Мешает. Вот. Это что касается перспективных начинаний в деле профбоев, которые сейчас уже не подают признаков жизни. Вот, но было круто. Вот. А что у нас сейчас в профбоях актуально? Давайте я сейчас пафосно зачеркну. Пафосно не получилось, мне не нравится. Вот. Сейчас по-прежнему очень дышит и развивается Кубок Донжона. Тоже серия турниров по той же логике построены, что Богатырь. Есть в сезон проводится несколько турниров под эгидой Dungeon Cup. Учитываются достижения всех бойцов, и в конце сезона выводится победитель в личном зачете, в командном зачете, в клубном и так далее. В общем, тоже такая достаточно развитая система. Поныне она жива более чем, хотя бы потому, что учредитель Кубка Донжона – это Иван Васильев, плотно сотрудничающий с WMFC. Собственно, по его правилам сейчас и проходят бои. Вот. Это линии потолще? Ну, давайте. Хорошо. Я попробую. Даже вот так вот сейчас сделаем. Ну, я не хотела на этом заострять внимание, на самом деле. Так получилось. Тыц. И тыц. Вот. Кубок Донжона жив. Живее всех живых. Ой, ну вы сейчас это... Мы обязательно где-нибудь найдем этот бой, я не знаю, там поднимем все возможные архивы, может быть, его посмотрим. Вот. С WMFC, я думаю, понятно. Это долгожитель в мире профбоев, это, так сказать, еще всех нас переживет. Потому что тема актуальная, профбои всегда были в почете, вот, и почему бы нет. Не. Это Марина учится работать со слоями. Душераздирающее зрелище. Вот. Дальше смотрим. Партнеры HMBA. Организация некрасиво сделала. Доблесть веков. Вот, у меня есть международное название патентованное. Доблесть веков – это один из ведущих организаторов. То есть, помимо того, что это партнеры, это еще и крупные организаторские команды, что WMFC, что Доблесть веков. Например, за WMFC это Кубок Динамо, турнир Войн и много других. Ну, это из самых крупных мероприятий, это вот от WMFC. От Доблести веков у нас Битва на Неве, Рекон, тоже, да, на слуху мероприятие. Ну и в последние годы эта организация, сначала она была соорганизатором проведения битвы наций, то есть ее силами фактически большинство работы организационной было выполнено. Меня Ирина, может быть, поправит. На юбилейной битве наций уже полностью эта организация взяла на себя организацию. Этот партнер HMBA полностью взял организацию мирового чемпионата. Вот, сейчас меня будут поправлять, потом мне кто-нибудь позвонит. Кстати, уже кто-то звонил. Ага. Собственно, вот. Взаимоотношения Доблесть веков, у меня они не так много
данных, как WMFC, потому что здесь я и работала, и ну, условно WMFC берет московский регион, и тут мне больше, ну, более-менее ясна картина. Что в Питере происходит, есть ли у доблести веков конкуренты, я просто не знаю. Ну, вероятно, что нет, потому что крупнейшее мероприятие историческое, Рекон, оно проводится под ее эгидой. Вот. Чё-то скучно, давай бои. Ну ладно, Сергей Витальевич сказал, надо давать бои. Хорошо. Окей. Я буду сидеть и дуться. Тоже клевая нарезка с битвы наций, не теряющая актуальности. И более того, этот клип, у него больше всех просмотров по запросу HMB. Как ни странно. Ну, тоже взят с канала Битвы наций. Или HMB Channel. Уже не помню. Хорошо, что у меня договоры с тем и с другими. Крутейшие ролики. Тащ. Ой, там что-то еще написано на шлеме. В общем, можно вечно пересматривать. Американская сборная. Нет, это записи как раз 2013, наверное, года. Битва наций или 14-го. Ищите больше. И многое из используемого тогда вооружения, оно сейчас уже, к сожалению, не допущено. Но в плане вот этой вот гранжевой отвязности, конечно, все вспоминают с ностальгией те времена. Вот. Поэтому никогда не наскучит пересматривать. Ну, я обещала, я в конце покажу мультик. Я сказала, что сегодня будет скучный стрим. Кто не хочет, может не смотреть. Но есть люди, которым прям интересно разобраться в этих структурах, штучках, дрючках, кто за что отвечает. Вот. Да, спасибо, Артём. А мультик я покажу в конце для тех, кто досидит. Ну, вроде про доблесть веков все понятно. Смотрим дальше. Партнером HMBI также считается журнал Medieval Sport. Тоже некрасиво ввела. Ладно. Такое издание в своем роде уникальное, посвященное целиком нашему средневековому спорту. Здесь, ну, в общем, это отдельный бренд, отдельный от всех вышеперечисленных организаций, и это такой дайджест мира ИСБ, в котором можно увидеть новости, интервью, кучу всякого интересного. Вот. Я, например, при подготовке своих стримов частенько залезаю в журналы и освежаю в памяти какие-то моменты, ну, потому что мы его делаем на совесть. Я лично тоже имею к нему отношение, как выпускающий редактор и автор, и вообще. Вот. Но есть одно, так сказать, прецедент появления печатного вообще какого-то издания про наш спорт. Было до того, как появился Medieval Sport, а ему уже 1,5 года этому журналу, то есть вышло уже 6 выпусков. До него существовала такая попытка чего-то подобного. Это Pogurt Magazine. Вот так вот выглядел первый номер журнала, в 2013 году вышел. Вот так вот выглядел второй номер журнала. В руках, наверное, его особо никто не держал, кроме людей из Люксембурга. Потому что не из клуба Люксембург, а из... Что это страна? Ну, потому что издавался он энтузиастами из этой страны. Вот, соответственно,
Никто не знает, чем закончилось дело. Видимо, хватило запала только на пару номеров. Ну, тяжело на голом энтузиазме что-то делать. Да, спасибо. Я просто заговариваюсь, когда у меня вся эта куча информации в голове, она вытесняет другую, более жизненно важную информацию, и это ужасно на самом деле. Я забываю какие-то простые слова, там, например, не знаю, гречка, вот, и зачем-то заполняю черепную коробку сведениями для стрима необходимыми. Ну, в общем, в сравнении с тем, что было, Medieval спорт можно назвать, наверное, наиболее стабильным явлением в области печатных изданий, посвященных нашему увлечению. Вот. Ну да, я знаю, что мы маленькая страна. Так, про это поговорили. Как видите, здесь такая прямая линия от HMBA к национальным федерациям. Где журнал продается в интернете, в магазине Данжон. Ну, когда у нас когда-нибудь нас выпустят на улицу, то можно будет сходить. Вот. Сейчас, например, следующая версия, следующий номер журнала, который должен вот-вот выйти, он, к сожалению, под заказ печатается. То есть решили пока что в условиях, в тех условиях, когда не проводятся мероприятия, когда физически сложно распространить журнал между людьми, его отпечатанную версию решили запустить веб-версию заодно с сайтом, вот, на котором можно будет его купить. А пока что единственный способ его как-то раздобыть — это зайти в паблик WMFC ВКонтакте. Там есть магазин, в котором он продается. Интернет-магазин, естественно. Ну и пообщаться на эту тему, у кого взять, кого купить. У меня есть, конечно, все выпуски. Вот, пользуясь служебным положением, я их себе в первую очередь отжимаю. Ну что, дальше переходим к... Ну вот есть большая структура HMBA, мы немножко про нее поговорили. Клевая тема. Курирует средневековый спорт во всем мире. Мы поговорили о том, что она не одна такая, но она все равно лучшая, потому что это факт. Вот. Сейчас. Ага. Дальше идут национальные федерации. Это такой идеал, к которому, по идее, должны стремиться все страны, вовлеченные в ИСБ-движение. Идеал в плане структуризации своей деятельности. Национальная федерация, она, ну, это, ну, просто необходимо странам, в которых достаточно хорошо развито движение ИСБ. Она курирует все, что происходит внутри нее, соответственно, в ее видении там отборочные на чемпионат мира. В идеале у нее есть президент, президиум. Тут же, по идее, не хватает еще такого промежуточного явления, как регионы. Вот здесь я прям напишу. Нет, не напишу. Регионы. И она напрямую, соответственно, ведет взаимодействие с региональными представительствами и с клубами. Вот. Клубы и регионы. Бывают клубы, у которых есть, короче говоря, представительство в разных регионах, а бывают клубы, которые только в одном месте каком-то, зависит от их развития. Поэтому они на разных вообще, в разных шкалах там градаций находятся. И нельзя сказать, что регионы прям над клубами стоят. Есть такие клубы, которые дадут фору любому региону и даже могут его немножко населить, если их собрать всех вместе, его участников. Вот. Но тем не менее, вот в идеале структура такая, что идет национальная федерация, в национальную федерацию входят представители регионов конкретной страны, они уже и также ведется взаимодействие с клубами, а клубы ведут взаимодействие с бойцами. Но здесь схема достаточно
просто отображена для общего понимания. А мы можем немножко глубже рассмотреть. Вот, у меня даже есть картинка с структурой Национальной Федерации на примере ИСБ России. Вот. В принципе, она похожа на структуру, целиковую структуру HMBA. Как я уже говорила, да, есть такие подразделения, как комитеты, а, тренерский методический совет, КДК, турнирный комитет тоже на национальном уровне представлен, и комитет по развитию детского спорта, ну, все понятно. И тут еще, наверное, не хватает женского спорта. Женщин и детей развиваем отдельно. Вот, регионы, как я говорила, и регионы взаимодействия с клубами, командами, секциями, школами СБ. То есть тут немножко более полно обрисована картина. Партнеры все те же. Вот. Но для нас сейчас важна вот эта вот. У меня есть небольшая заготовочка о том, где найти сведения по всем этим штукам. Можно сделать скриншот. Если, конечно, разрешение позволит. Разрешение экрана, я имею в виду. Вот. В офис HMBA можно написать. Всякие маршальские штуки в комьюнити маршалов, там, пообщаться с ними, или если вы сами маршал хотите быть в курсе дел, у нас есть сайт. Битва наций также имеет свой отдельный сайт, там в лучшие времена даже перечислены перечислен список национальных команд. У HMB Soft не нашла сайта, кажется, ВКонтакте, вот я знаю, что есть группа, в принципе, можно через нее связаться с куратором Алиаскеровым. Бугурт Лига, у них замечательный живой сайт bugurtglobal.com. Там можно найти информацию про бойцов, про команды, про мероприятия. Да, если вы хотите потерять друзей, становитесь маршалом. Светлана, не пугай людей. У партнеров HMBA есть тоже сайты, вот их можно увидеть. У Medieval Sport журнала, целиком посвященный ему, вот сейчас завели недавно Инстаграм. Я думаю, что лучше всего подписываться на него, и ну, таким образом вы будете получать информацию конкретно про журнал, больше ни про что другое, что могло бы вам мешать в восприятии. Вот. Общий сайт HMBA вот здесь крупно написан, даже не надо было мне писать. И отдельно скажу про школы ИСБ. Вот они где-то здесь наравне с клубами должны стоять. Есть у них сайт hmbschool.ru в русской версии. Но вообще школы ИСБ это как такая секция, сертифицированная и одобренная вот Национальной Федерацией. То есть это непосредственно структурный элемент Национальной Федерации. И все методики, которые применяются тренерами в школах ИСБ, они апробированы вот, и заверены знаком качества. То есть вот в школу ИСБ можно идти тренироваться и не бояться, что тебя научат там чему-то не тому. Вот, зайдите на сайт, достаточно интересно, тоже сайт живой, там есть и всякие интересные методические материалы, можно глянуть. Вот. Что еще хотела сказать? Хотела вам показать, что происходит в отдельно взятой стране. Например, России. Про другие страны. Не все страны настолько хорошо шагнули в историческом средневековом бою. Не так уж у них развита комьюнити, чтобы они могли себе позволить вот национальную федерацию. Но, в принципе, их становится все больше. То есть в каждой стране сейчас начинается процесс упорядочивания происходящего. И это круто, потому что так будет проще взаимодействовать, будет больше дисциплины, наверное, какого-то порядка, все будут красивые, блестящие, и чистить доспехи будут прям перед турнирами.
они в процессе. Вот, есть, я попробую сейчас. Попробую нарисовать. Ну, конечно, национальная сборная, в принципе, это вот я нарисовала с точки зрения бойца, как вот ну, такой карьерный рост, куда хотелось бы попасть. Но такая сборная солянка из терминов немножко, как вот все устроено. Вот я человек, я хочу заниматься, я хочу стать бойцом. Как это сделать, наверное, расскажем в следующих стримах, а то вы совсем соскучитесь, и у меня будет мешанина из тем. Вот, и так уже я заговариваться начинаю. Можно стать маршалом, а если вы ребенок, то тоже не знаете, куда податься. В принципе, для этого есть клубы, секции и школы ИСБ в нашем случае. Вот. Клуб. Забыла красиво обвести. Да что-то. Фигня какая-то. Я смогу, я справлюсь, да. Клуб это такое явление, которое, пожалуй, самое древнее, что есть в исторической реконструкции, потому что именно с них начиналось, ну, короче говоря, это был результат поиска единомышленников. Вот люди понимали, что им хочется быть рыцарями, что-то такое реконструировать, про историю, про мечи, и объединялись в клубы. Это, ну, древнейшая единица измерения. Секции это в основном на коммерческой основе. Туда приходят люди тренироваться, им не обязательно принадлежать какому-то клубу, они просто как, ну, клиенты таких заведений. Я, например, в таком тренирую. Вот Паладин это типичный пример секции тренажерного зала, фехтовального зала, все вместе. Вот. И есть школы СБ. Школы это вот то, что более-менее является структурной единицей национальной федерации. Вот. Из них, в принципе, участвующий в них может при достаточном количестве амбиций, техники и целеустремленности и прочего-прочего, и крутом доспехе, конечно, попасть в национальную сборную. Вот. У нас сейчас нет такого явления, как отборочные по регионам, но я думаю, что, учитывая развитие нашего спорта, это все не за горами. Пока что у нас есть просто отборочная национальную сборную, минуя регионы, но надеюсь, что однажды будут отборочные по ЦФО, по Волжскому округу, по еще, и, ну, при достаточном количестве бойцов после этого будут отборочные уже национальные. Фимам, привет, ты сильно опоздал, но я думаю, что пересмотришь. Вот. Кем может стать человек, которому просто хочется иметь отношение к средневековым боям? Бойцом, маршалом, организатором. Можно быть и тем, и другим, и третьим одновременно, но это, конечно, сложно. Я, например, боец и маршал, и мне хватает. То есть дети, они стоят отдельно, они тоже человеки. Мы их подвинем. Чуть-чуть. Нет, не подвинем. Господи. Вот. Детей мы отправляем, как правило, в секции или в школы. В клубы детей, ну, бывает такое явление, когда есть тренировки, но специфично. Короче говоря, это сложная, обширная тема, вот, и мы ее затронем в следующий раз. Такая затравочка была. А теперь, как я обещала, давайте посмотрим мультики. Я немножко приведу мысли в порядок. Мультфильм из 4 серий, который был на канале HMBA Channel. Тиндекс. И он так в незатейливой вот этой манере отражает саму суть движения исторического средневекового боя. Мы видим разных людей из разных социальных слоев, разного возраста,
из разных стран. Судя по всему, это француз. Вот они прибыли на чемпионат мира. Американец, русский, француз. И пришли задорно подраться. Ну, такой вот незатейливый посыл, который, мне кажется, должен всем понравиться и быть понятным. Вот. И четвертая серия. Вторую, третью я показывать не буду, сами посмотрите на канале. Мне она просто очень нравится, и потом она затрагивает сейчас такую животрепещущую тему, как самоизоляция. Как бы офисные работники после лета собираются и хвастаются друг другу фотками с отпуска. Не знаю, кто был взят для этих героев, кто был прототипом этих героев всех. Даже вот не могу сказать, на кого похож этот парень. Вот. Но смысл такой, что имеешь доспех, имеешь успех. Увлечение историческим средневековым боем, оно уникально в своем роде. То есть это действительно в наше время поразительный такой момент. Вот я сейчас брала интервью у капитана китайской команды национальной. Вот. И он такую классную фразу сказал, прям вот в цитатник. В наше время, когда все люди в мире одеваются в одинаковые джинсы, футболки, едят один и тот же фастфуд, исторический средневековый бой — это возможность наглядно показать, кто ты и откуда. Ну, вот так вот. Потому что на международных мероприятиях все бойцы стараются подчеркнуть страну, из которой они прибыли. С ними же это делают фанаты, сопровождающие какие-то саппорты и прочее. Ну, в общем, когда кто-то дерется, сразу видно, откуда он. В какой стране это все более развито? Естественно, в России. Несмотря на то, что у истоков исторического средневекового боя стояли 4 страны: Украина, Россия, Белоруссия и Польша. Ну, это страны, среди которых проводился первый чемпионат мира, то все равно наша сборная самая многочисленная. Ну и если мерить развитость спорта по количеству достижений у сборной и у бойцов, опять же, это Россия. Ну, тут объективно. Вот. Давайте вопросы. И с мультиками на сегодня закончили. Покажу вам себя красивую. Вот. Я надеюсь, вам сегодня стало немножко понятнее, как все устроено, кто между собой там партнерство, вот эти вот организации, всякие штуки. Немножко тяжело рассказывать об этом, когда не знаешь, в каком месте у аудитории провал в плане знаний, что им действительно конкретно интересно, и что они недопоняли, и какую взаимосвязь там потеряли. Это можно сказать, что да, наше движение еще развивается, хотя бы потому, что только недавно мы вырулили на какой-то конкретные рельсы по развитию. Вот весь этот пиар, появление стримеров, больше освещения, Ну, раньше, если мы ориентировались, ну, как мы, меня еще тогда не было, если раньше бойцы сурово приходили, подрались и ушли, то сейчас даже бойцы уже, не говоря уже о организаторах, даже бойцы понимают, насколько важно выводить на зрителя, на широкую публику. Вот. И сказать, да, что мы сейчас в самом начале большого пути, потому что
все в больших местах появляются признаки ИСБ, все больше различных порталов начинают освещать наши турниры, проводить какие-то шоу на эту тематику, пользуясь наработками HMBA той же и того опыта, который есть. Вот. Ну, я не знаю, как можно не любить это увлечение, поэтому, возможно, где-то я не объективна. Вот, если... Ну, мне немножко странно, что нет вопросов, потому что тему сегодня сложную затронули. Я попробую это все отразить потом в письменном виде, ну, в более укороченной версии, естественно. Но я это проще всего мне потом писать статью, когда я понимаю, что нужно конкретизировать и что может оказаться читателю непонятно, что надо разжевать подробнее, например. Вот, если вы мне в этом поможете, будет хорошо. Надеюсь, я сегодня никому не наступила на хвост, ни одной организации, никто меня не... Ну, пишите что-нибудь, что молчите. Да, я смотрю, аутентичный комитет всех зацепил сегодня. Ну, Финман, сам факт желания войны, он, наверное, не очень из области здравого смысла. Но если вы имеете в виду, что все недомолвки бы страны между собой решали на ресталище, то, конечно, да, было бы круто. Мы как-то раз в Эстонии мэра города, кажется, одели в доспехи, и он попробовал себя. Это отличный способ выпустить пар, там, применить все свои навыки единоборств, всю свою выносливость, все-все-все. И при этом получить удовольствие от самого процесса, от атмосферы, которая царит в историческом средневековом бое и вообще. Сережа, ты мне льстишь, что мои стримы нельзя смотреть, после них хочется, если не всех победить, то хоть доблестно убиться в неравном бою кого-нибудь. То, что я сегодня рассказала, оно как бы иллюстрирует, что можно быть бойцом не только на ресталище, но и вести неравный бой в кабинетах каких-то крутых организаций, там продвигать любимые увлечения и таким путем. Не обязательно быть чемпионом, чтобы популяризировать увлечение. Можно бросить силы в административное русло, и это тоже будет круто. Я лично за то, чтобы как можно скорее исторический средневековый бой завоевал все возможные стадионы, они были там перестроены, там обязательно было наличие ресталища где-нибудь. А еще лучше, чтобы под него, под наш спорт, строили отдельные такие гладиаторские арены с выкопанной нишей. И там уж точно никаких ни бортов, ничего. Бойцы, которые участвуют в... Ну и я в том числе, вот авторитетно можем сказать, что после хорошей драки в бугуртах на ресталище отношения вне ресталища становятся только теплее. Вот. Потому что там остается все на песке арены. Ну, говорят, если не можешь идти в направлении мечты, хотя бы ляг в направлении мечты. Я вот сижу, болтаю в направлении мечты. Надеюсь, что однажды стримы будут собирать большой онлайн.
и тут будут сыпаться вопросы, а я буду так это еще выбирать, на какой ответить. Вот, и все это будет в перерывах между бесконечными трансляциями крутых турниров со всего мира, в которых, конечно, хочется участвовать, блин. Везде хочется. Но нам надо сейчас одолеть заразу мировую. В общем, вот, надеюсь, вы себя ведете хорошо, не скучаете дома, проводите время с пользой. Про раскол в американской команде, да, в начале стрима мы говорили. Это стало толчком к появлению альтернативной федерации. Да, действительно, там есть люди, которые участвуют в битве наций и считают, что это лучший способ себя испытать. Потому что, хотя бы потому, что в мероприятиях HMBA участвуют сильнейшие команды, объективно сильнейшие. Вот. Как раз, кстати, кто не в курсе, недавно капитаном американской сборной HMBA для участия в мероприятиях HMBA, в частности битвы наций, был избран Джеффри Гелли. Наверное, многие наслышаны про него. Вот он, так сказать, предводитель нормальных пацанов, которые бодаются с сильнейшими. Ну, да, вообще изначально направление моей стримерской деятельности было разбор боев. В самом начале свой первый стрим я провела, когда мы смотрели парочку профбоев, вот, и детально их разбирали. Ну, я, конечно же, не оставлю это дело, и сейчас просто вот пока время есть, вот эти многочасовые, требующие большой подготовки эфиры я провожу вот так. А Харви все, он был головой, господи, был капитаном сборной США какое-то время, потом капитан стал другой. Вот, ну, по своим причинам каким-то. Я, правда, не знаю, будет ли он как боец выступать в мероприятиях HMBA, но он такой своеобразный мужчина. Это требует тоже отдельной темы разговора. Вот. Ну все, друзья, уже начали растекаться мыслью по древу. Я надеюсь, следующий стрим будет не таким скучным и не про буковки, а про уже движуху. Вот. Планируется много разных тем в рамках ликбеза. Вот. Сил нам на это все. И вам, и мне. Потому что мы уже с вами почти 2 часа говорим. Спасибо всем, кто был от начала до конца. Верю, что вы есть. Вот. Спасибо зрителям, которые посмотрят в записи. Спасибо всем, кто интересуется. Спасибо ведущим организациям, которые, не знаю, со всем возможным терпением выдерживают мои рассказы о них. Вот. Я стараюсь быть максимально объективной и корректной. Ну все. Пока-пока.